Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как связать шестиугольник узором галочки, и соединять я буду при помощи хвостика. Вязать я буду из шнура 2 мм карамель Baby. Такой шнур можно приобрести со скидкой 10%, ссылку оставлю в описании под роликом. Вот у меня уже есть начатый шнур. Крючком я буду вязать 3 миллиметра. Начинаем с кольца амигуруми, но мне нужно оставить хвостик. Хвостик оставляю такой длины в зависимости, какой нужен, какого размера будет шестиугольник. Так, делаю кольцо. Провязываю петлю. Всего мне нужно 6. Эту я тоже считаю. Сильно не затягиваем. 3. 4. 5. 6. Затягиваем кольцо. Вот кольцо мы сразу затягиваем плотно, потому что вот этим хвостиком мы будем соединять дальше ряды. Чтобы соединить ряд, я вот эту последнюю петлю распускаю и соединяю ее именно хвостиком. Вытягиваю. И соединяю с первой петлей вот таким способом. Вот если перевернуть, то видно вот таких 6, раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков. Сейчас будем вязать в раскол, вот в эту петлю. Сейчас введем туда крючок. Вот между вот петлями есть такой столбик. Вот сюда мы вводим. И обязательно смотрим, чтобы крючок вот проходил в раскол. И теперь вяжем основной нитью по 2 петли в каждый такой столбик. Так, провязываю 9, 10. Всего у нас должно получиться 12 столбиков. И вот здесь последний, он такой не совсем полноценный столбик, где мы соединяли 11 и 12. И соединяю я не основной нитью, а хвостиком. И точно так же, как в первом ряду, соединяю с
первой петлей. Дальше все очень просто. Следующие ряды мы будем начинать с первой петли, вот где мы делали удвоение, и мы всегда будем вязать 2 галочки. Вот начинаем следующий ряд. Делаем удвоение. В следующую вяжем 1. Одну галочку. Дальше 2. Смотрим, чтобы с изнанки обязательно выходила в раскол. Выходил крючок. 2. И 1. И так чередуем по кругу. Заканчиваю, вяжу 2 галочки. Всегда заканчиваем 1. Она тут не совсем галочка, потому что мы там соединяли. Так, беру хвостик, хвостиком. У нас получилось уже в этом круге 18 петель, и с каждым последующим кругом их будет увеличиваться на 6, то есть в следующем круге их будет 24. Так, соединила. Следующий ряд начинаем с первой петли удвоения предыдущего ряда. Всегда сюда провязываем 2 галочки. Раз, 2. И дальше уже вяжу я по 2 петли, но по одной. 1, 2. Дальше 2 петли вместе в одну. И 2 по одной. Все, так продолжаю дальше. Вот уже видны уголки шестиугольника. Так до конца. Так, последняя петля у нас 1. Хвостиком соединяю. Очень просто вяжется этот шестиугольник. Ничего особо не нужно считать. Начинаем следующий ряд всегда с удвоения. И сейчас я после удвоения буду вязать 3 столбика по одному. Следующий ряд будет удвоение 4 столбика, соответственно следующие 5, 6 и так дальше, и он будет увеличиваться. Ну, я провяжу еще один ряд. Сейчас вяжу по одному 3 столбика.
удвоение. Так, сделали прибавку и дальше 3 по одному. Провязала еще один ряд. У меня получилось уже 32 столбика. Сейчас я его закрою. Вот так выглядит с обратной стороны. И сейчас я вам покажу. Побольше я связала шестиугольник. Посмотрите, какой он красивый. Я здесь спешила и плохо затянула кольцо. Его нужно сразу хорошо затягивать, потому что потом вы его уже не затянете. Вот, а здесь я хорошо сразу затянула. Вот выглядит с обратной стороны. Я его, конечно, проутюжила. Поставила немножко, он под прессом постоял, и поэтому он получился такой ровный. Ну что можно вязать из таких шестиугольников? Если из мягкой пряжи, можно и пледы вязать. Из более толстой пряжи или шнура можно вязать коврики. Можно вязать мотивы для сумок. Можно связать как дно для сумки. Вот. Можно связать как салфетки, если еще сделать какую-нибудь красивую окантовку. На этом шестиугольничке у меня между удвоениями, между прибавками, получилось 16 петель. И я вам скажу, сколько он получился в сантиметрах. Вот, 17 сантиметров. Ну вот и все. Если урок вам понравился, жду от вас пальчики, лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за внимание, хорошего дня, до свидания.